Так, вот уже и забыли. Ой, пошлите. Фу, елки, вот это пошлите, надо вырезать. Вот ты по работе же тоже решаешь каждодневные задачи. Не зайду, конечно же, в зону мужскую. Чикен, чикен, чикен. Просто все, да, все закоулки хотим просмотреть. Туалет. Фу, господи, какой туалет? Холодильник. Вот сейчас прям всего навалом, да? Я же первый раз выпустился. Вот такие вот дела. Классно так. А сегодня у нас выпуск про отель в Нячанге, во Вьетнаме. Отель «Шератон». И начинаем мы свой выпуск с 28 этажа, самой высокой точки этого отеля. Посмотрите, как здесь красиво. Отель находится на первой береговой линии. До пляжа тут идти буквально 3 минуты. Сейчас 10 утра, совсем мало народу на пляже, солнце очень активное здесь, поэтому люди с осторожностью относятся к такому загоранию в активное солнце. Впереди виднеется остров Винперл, про него будет отдельный выпуск, обязательно посмотрите его, тоже жду от вас лайков и комментариев. Прекрасное, прекрасное море. И, конечно же, вот такой вот вид этой первой береговой линии. Здесь вот находятся рядом крупные сетевые отели Интерконтиненталь, там Новотель есть, Хаят, такие крупные сетевые отели. Прогуляться здесь вечером тоже очень красиво, приятно. Этот бар на 28 этаже работает, конечно же, вечером. Мы были здесь уже вечером, атмосфера здесь приятная, играет музыка, диджей, напитки, ну, все как обычно. И такой вид прекрасный на море, на пляж. Сейчас тишина, потому что раннее утро. Пойдем мы, наверное, дальше, да, посмотрим, что у нас находится. Вот так вот мы начали сверху вниз и будем показывать сверху вниз. В этом отеле всевозможные счастливые часы в барах бывают. Вот здесь тоже счастливый час с 3 до 6 дня, 50%, да, на второй напиток для человека, распространяется на пиво и на местное вино. Очень хорошее предложение, я считаю. Ниже 28 этажа находятся уже такие номера для проживания, есть там президентские сьюты, ну, навряд ли мы туда попадем, а мы сразу едем на 7 этаж, фитнес-центр, хотим вам показать. Давайте покажем вам фитнес-центр. Ну, мы не посещали его, хотя наш сын заходил сюда, занимался и говорит, что очень хорошее оборудование здесь. Что интересно, очень часто здесь увидишь пожилых людей, которые занимаются на тренажерах. Вообще поддерживаю. Молодцы, красавцы, вьетнамцы. Неплохой такой набор тренажеров. Здесь даже проходят в какие-то дни йога, групповые занятия, там есть зал. Вот, что еще? И заниматься, конечно же, в таком фитнес-зале с видом на бассейн или на море. Ну, вообще, просто красота. Ну, вот есть здесь обязательно водичка там с фруктами, бананы. Видите, как все предусмотрено для тех, кто занимается спортом. Чистые полотенчики. И все вот эти вот принадлежности классные. Это я знаю. Вот этими штуками я тоже занимаюсь у себя в городе.
А на этаже, который находится ниже фитнес-центра, располагается вот такой вот инфинити бассейн. Он видовой, он, ну, вот тоже в нем плаваешь, и видно море, очень так атмосферно. Чуть-чуть нам показалось, что вода грязновата в этом бассейне, потому что вот есть сравнить бассейны в Эмиратах, да, были мы вот недавно в поездке в Эдресе. Кстати, посмотрите обязательно видео про Эдрес и поставьте какую-нибудь реакцию, я буду очень рада. Здесь тоже можно заказать напитки, водичку приносят, полотенца, ну, сервис на высшем уровне. Такого просто все, да, все закоулки хотим просмотреть, чтобы вам показать, чтобы вы уже знали, куда едете и что здесь есть. Вообще я хотела сказать, что в номере есть такая книжечка, проспект, там написаны расписание всех мероприятий, которые проходят здесь. Здесь есть и развлечения для детей, там какая-то школа кулинарная, есть йога, какие-то, в общем, активити есть. Сразу скажу, что мы особо ими не воспользовались. Мы приехали всего лишь на неделю, вот, поэтому у нас совсем мало времени. Hello. YouTube. Окей. Вот хотела я показать вам такую зону релакса. Так, вот здесь вот тихо, классно. Атмосфера уже расслабляющая. И здесь есть вот такие вот раздевалочки, да. И затем, душевые. Здесь есть 2 сауны. Вот. Одна такая влажная, а вторая уже, такая финская. И вот такой вот бассейн. Он не глубокий, и он больше как джакузи. Вы посмотрели, как вот у женщин, да, все в таком отделении располагается. То же самое у мужчин. Тоже есть 2 сауны и бассейн с джакузи. А вот эта вот зона, о которой я говорила, здесь проходит йога. Здесь так прохладно, приятно, музыка такая. Мы сейчас поднимемся чуть выше и покажем, что здесь есть. Hello. Здесь массаж происходит. No, thank you. Okay. Hello. No, thank you. Later. You want to have a look? Yeah. So this is for our spa receptionist. Ага, здесь зона ресепшена, здесь можно отдохнуть, да. И здесь уже такие комнаты, где проходит непосредственно массаж. Хорошо, что нас провожает эта милая девушка, а то бы мы заблудились. Ой, как здесь, посмотрите, как здесь классно. Можно... Да, и ночью здесь красиво, сейчас какая красота, боже, посмотрите, даже есть вот такой вот джакузи, боже, как красиво. Ну, я так восторгаюсь, потому что люблю такие вещи, здесь небольшая, да, хамам небольшой.
Да, классно. Кстати, у меня очень увеличилось количество моих подписчиков. О, здесь тоже классно, да. Вот еще одна такая комнатка на двоих, да, вот здесь можно парочкой, халатики такие, да, тапочки, все. Ну, это Шератон, есть Шератон. Да. Даже говорят спасибо, да. Рахмет, Рахмет. Thank you, Thank you, thank you. Рахмет. Rahmat. Oh, not спасибо. Видимо, когда какие-то мероприятия большие, конференции или, может быть, даже какое-то торжественное событие в виде свадьбы, здесь, может, проходит, да? Ну, сейчас... А вот к чему-то, кстати, готовятся. Мы когда приехали, здесь какой-то банк или даже фармкомпания, по-моему, у них была здесь конференция, полный был битком отель забит. Вот. А вот здесь, кстати, можем мы показать, где наш пляжик находится. Вообще вот эти пляжи все, они муниципальные, но к каждому вот этому пятизвездному отелю, ну, вот такой вот кусочек. И это вот к Шератону относится, несколько лежаков, вот вы впереди видите. Мы сейчас, кстати, пойдем туда, и вы посмотрите, сколько это минут занимает, и как мы будем переходить вот эту дорогу. Сложно ли, не сложно ли, посмотрите. Там есть тоже специальный человек, он раздает полотенца, пододвигает лежаки, может принести напитки за дополнительную плату. Вот такие вот дела. Эти всякие... Это вот все большие конференц-залы. Здесь, да, но надо нам, наверное, уже к лифту идти. Тут внизу уже остался уровень, где проходят завтраки, обеды, ужины и ресепшн. Сейчас мы по лестнице спустимся. Ресепшн всегда такой многолюдный. Так, это 3-й этаж. Тут тоже бизнес-центр, комнаты для встреч. Давайте вниз еще идем. Здесь вот мы завтракаем. Видео сейчас будет про завтрак. Кстати, досмотрите до конца, вы увидите, что мы кушаем на завтрак. И сейчас сверху я вам покажу вид на ресепшн, на входную группу. Тут можно зайти со стороны, в отель со стороны главной дороги, но вообще вот сбоку считается центральный вход. Здесь подъезжают автобусы, такси, вас на экскурсии отсюда забирают. Вот здесь есть еще несколько ресторанов, все они за дополнительную плату, но здесь очень такая вот хорошая система буфетов, то есть платишь определенную сумму, допустим, вот сифуд снеки, посмотрите, вот 888 донгов, 1000 донгов, я напишу, сколько это будет в долларах, тенге, и определенные там виды блюд набираете. Морепродукты вообще пальчики оближешь, свежайшие. И мы здесь решили, что за свое короткое пребывание постараемся кушать только рыбу, морепродукты. Ну, как же, мясом нас не удивишь особо. Хотя, если вы досмотрите до конца это видео, вы узнаете, куда мы пошли покушать что-то вкусное. Ну, вот здесь готовят еду. Сейчас, конечно, ресторан еще закрыт, потому что это раннее утро. Вечером здесь полная посадка. Наблюдали. Ресепшн. На ресепшене ребята, в принципе, неплохо знают английский язык, но
остальной обслуживающий персонал знает английский на том же уровне, как и я. Hello, thank you и улыбочка. Здесь больше работает язык, которым я очень хорошо владею. Это язык пантомимы. Но наши сыновья очень хорошо на английском вот здесь общаются. Вот детский клуб, он открыт вот с 4 до 6. Тут мультики, да, вот мультики показывают, да, какое-то, видимо, расписание есть. Вообще-то еще же здесь была такая комната развлечений, где стоят бильярдные столы, где настольный теннис. Сейчас мы найдем и покажем вам. Давайте посмотрим игровую комнату, до которой у нас не доходили ноги. Последний день мы сюда пришли. Ой, здесь хорошо кондиционер работает, бильярд, настольный теннис. Этот тоже, вот эти настольные всякие игрушки. Ну, провести время в жару здесь можно, очень даже неплохо. Thank you. Сразу водичку приносят. Давайте немножко посидим, отдохнем от съемок, да, и попьем воду. Хотела сказать, что персонал просто замечательный. И вьетнамцы очень доброжелательные, улыбчивые, гостеприимные люди. Нам очень понравилось, приятное впечатление оставила страна. Мы первый раз здесь. Но, конечно же, Нячанг, как нам сказали наши экскурсоводы, гиды, это не настоящий Вьетнам. Это такой город курортный, здесь высотки, здесь, конечно, все завязано на море, на отдыхе, но чтобы посмотреть прям Вьетнам, это, конечно, надо ехать уже там вглубь страны. И вот мы вчера были на экскурсии в потрясающем городе Далате, мы были вчера, и там, конечно же, уже мы посмотрели, что такое настоящий Вьетнам, и будет видео на этот город. Сейчас покажем вам номер наш. Сразу извиняюсь за личные вещи какие-то наши. Ну, заходите, добро пожаловать. Начнем, наверное, с ванной комнаты. Можно не снимать. Там ванна и душ. Вот, туалет, как обычно, все. Так, дальше. Шкаф вместительный. Здесь есть сейф, туалет. Фу, господи, какой туалет? Холодильник с мини-баром. Вот здесь вот напитки всевозможные. Очень комфортная кровать, удобный стол рабочий и вот этот вот вид. Самое, что здесь прекрасное, это вид. И мы здесь наблюдаем, как местное население, начиная с 4 утра, когда еще темно, они начинают здесь плавать. И в 6-7 их уже практически никого нет. Сейчас плавают только отдыхающие с другого конца света, наверное. Местных нет. Потом вечером в 5 вечера они опять приходят. И они, как правило, не умеют плавать. И они вот так просто в воде стоят и наслаждаются своим морем. Здесь очень приятная кофейня. Уже несколько раз здесь пили кофе вкуснейший, вьетнамский. И еще так интересно, они всегда подают чай в виде комплимента. Холодный или такой тепленький, очень вкусный чай. Прям мне эта фишка нравится. А вот здесь находится пиццерия. Наши экскурсоводы-гиды сказали, что это одна из лучших и, в общем, очень такая популярная пиццерия. Ну, действительно, здесь всегда народ сидит, всегда очень много людей. Даже мы как-то пару раз попытались зайти. И нам не удалось посетить
Вот вчера или позавчера это было, потому что все полностью, полная посадка. Нам сказали ждать минут 40-45, но мы не стали. Здесь тоже есть счастливые часы, happy hour. Там один напиток берешь, второй бесплатно, пиво, вино. Ну, всегда люди сидят. Единственное, сейчас вот еще утро, видимо, все еще спят. Но вечером вот, возможно, покажу, насколько много здесь людей. Очень вкусно, очень. А сейчас будет небольшой квест, как мы переходим дорогу от своего отеля на пляж. Да, это вот информация по вот этой пиццерии. Название ее вот Pizza for Pieces. Вот название и меню. Так, посмотрите на наш отель с улицы. Такие яркие краски здесь, в Нячанге. Синее-синее море, вода в море потрясающая. Буквально перейти 4 полосы дороги. И как мы это делаем? Я стою, жду, когда проедут большие машины. А вот байки, можно уже на них сильно не смотреть, они объедут. Вот смотрите, как я перехожу дорогу. Байки можно пропустить и не обращать на них внимания, потому что они всегда переедут. Самое главное пропустить большие машины, а вот байки они всегда объедут. Сегодня нам удалось это сделать быстро, перейти дорогу. Немножко приноровиться и нормально. Вот вечером, когда сюда уже местное население приезжает купаться, вот эта вся площадка заставлена байками. Тут не протолкнуться. Сейчас начинается период активного солнца, вот уже после 11 ни один местный человек здесь не плавает, отдыхают только приезжие. Вот небольшой кусочек, относящийся к нашему отелю. Вот буквально, смотрите, небольшое количество лежаков, но практически всегда здесь можно найти место, потому что, ну, так долго прям не лежат здесь люди. Здесь где-то наши дети, мы их найдем сейчас, и потом покажем морюшка. Hello. Oh, thank you. Thank you. Дети. Что, вы искупались? Да? Я просто жду, когда СПФ. А, сейчас я тебя помажу SPF. Вот. Видите, здесь тоже работники пляжа, они, да, очень сразу доброжелательно подбегают. Thank you. Все тут обустраивают наше местечко. Как я уже сказала, ни одного вьетнамца нет. Конечно же, здесь русскоязычные люди и иностранцы. И небольшой совет для тех, кто живет в отеле только на базе завтрака, у кого нет там, трехразового питания или двухразового, и когда надо что-то перекусить, можно всегда выйти вот в кафешки рядом. Цены очень доступные, приемлемые, еда очень вкусная. Как такового стритфуда здесь нет, все вот в кафе таких чистеньких, хороших, аккуратных происходит. Или же вот можно сходить в супермаркет. Здесь буквально вот несколько метров от нашего отеля есть большой супермаркет. И я вам сейчас покажу, что мы покупали себе так на перекусы. И сейчас мы еще хотим купить небольшие гостинцы своим родным домой. Я вот сейчас вам все покажу. Вот
Вот здесь находится такой Golden Coast, торговый какой-то центр. Ну, мы уже переходим вот так вот просто. Так, хотя здесь недалеко есть светофор, ну ладно. И вот Лотте Март здесь есть. Вчера вечером мы заходили, какой-то прям был ажиотаж. Столько народу. Какие-то были скидочные акции. Все покупали. Посмотрим, как сейчас днем дело обстоит. Вообще хотела сказать об отдыхающих здесь в Нячанге. Как нам сказал наш гид, здесь, конечно, основная масса местных, да, вьетнамцев. Есть корейцы, с постсоветского пространства много. Мы заметили, что очень много казахов, много узбеков. Вот. Китайцев нет. Вот многие видео я смотрела, и говорят, там китайцы нет. Китайцев здесь нет. Тут своя у них, свои отношения, взаимоотношения. Их совсем-то и не любят тут. Вот. А сейчас мы по эскалатору поднимемся на 2 этажа. Пока мы идем вот в супермаркет, конечно, здесь проходим много брендов. New Balance, Birkenstock, что там из известного? Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Много спортивных марок. Nike, Adidas. Ну, такое из известного. Сравнивали цены. Но с казахстанскими показалось, что чуть дешевле. Но таких активных прям скидок не было. Может быть, сейчас у нас со скидками тоже сопоставимые цены. Он такой прям несколько этажей. Здесь всякие марки представлены, супермаркет. Супермаркет тоже на несколько этажей. Там первый этаж еда, там потом мыломоющие средства, потом очень много сувениров. Тут корты наверху есть, корты классные. Так, идем. Сейчас еще нам нужно будет подняться по эскалатору. Интересная мода здесь такая, если вы обратите внимание. Вот парочки или семьи, они прям надевают одинаковую одежду. Ой, я не туда. И так интересно смотришь, вот иногда семья, мама, папа и ребенок, и все в одинаковой одежде. Классно так выглядит это. Мне кажется, это так корейцы одеваются. Ну, возможно, я ошибаюсь. Так, вот здесь мы уже знаем, где вход. Быстро идем. Мы здесь уже ориентируемся, где что. Я возьму корзинку. Когда мы были на экскурсии, нам предлагали всякие орешки купить, там сладости. И там мы, конечно же, не купили, а решили вот здесь вот в супермаркете взять. И я вот обратила внимание, что большой ассортимент. И давайте посмотрим, какой здесь выбор и какие цены. Вот, допустим, клубника в сахаре. Вот 31 тысяча донгов. Это шелковица в сахаре. 35. Я сейчас напишу, сколько это будет в тенге и в долларах. Очень вкусные здесь орешки для любителей. Вот какие-то ассорти есть, 99 тысяч. Вот. И мы сейчас спокойно повыбираем. Но мне кажется, вот такие вещи для сувенира, какого-то гостинца будет вообще классно. Во-первых, это так эстетично выглядит, ну и где-то и полезно. Посмотрите, вот если взять вот такие вот для гостинцев вещи, мне кажется, интересно. Во-первых, они очень легкие, ну и вот подарить очень приятно. 33 тысячи донгов. Это
около 600 тенге, ну, это чуть больше $1. Вот такая вот штучка. Орехов, прям и сушеных фруктов для любителей. Вообще, конечно, Вьетнам еще славится артишоком. Тут его применяют и для лечения от заболеваний всевозможных, для профилактики заболеваний, как чай его используют. Мы прослушали такую лекцию на этот счет, и какие надо брать цветы, стебельки, ростки. В общем, тут прям целая культура этого. Наверное, тоже можно будет, ну, для какого-то видимого эффекта, наверное, надо пить долго и по какой-то схеме. Но вот на подарок классно, да? Классно смотрится. Вот опять все с артишоком. Видите, вот это вот артишок. Это чай, кстати. Ну, он вкусный. Даже есть вот такие большие пакеты. Это надо почитать аннотацию, почитать состав. Недорого. Да, 76 тысяч. Это 1500 тенге. Ну, это $3. Боже, боже. Мы никому об этом не говорили, чтобы здесь не повысились цены. Если вам интересно, давайте пробежимся по всему супермаркету. Хотите? Я думаю, да. Вот Далат Милк. Вчера мы были в городе Далат на экскурсии. Ну, по ценам все относительно наших цен, все приемлемо. Цены очень комфортные для нашего восприятия. Я сейчас еще, знаете, хотела кулинарку показать. Вечером здесь был такой вообще аншлаг. Боже мой, столько было людей, видимо, все уже вернулись с пляжа. И вот тут вот прям в кулинарии. Вот сейчас видите, сколько, да, всего. Вот, допустим, фобо, да, это уже готовая такая, ну, вещь для супа. 45 тысяч. Это 800 тенге. 900. Да. Видите, все есть. Вот прям полная витрина. Вчера здесь было абсолютно пусто, потому что тут какие-то акционные товары. Вот купил вот такое, да, вот взял и наелся, и там мясо, курица, гарнир, даже фрукт со всеми заправками. Это чикен. Да. Прям, ага. Ну жареная курочка в корейском, да? Ага, в корейском стиле. А здесь вот, вот если посмотреть назад, кстати, в кулинарии можно купить себе еду и здесь сесть и покушать. Есть, смотрите, микроволновка там, и чай можно себе, да, взять. Сейчас день, всего лишь 5 часов вечера, ну да, 5 часов, и народу мало. Вот самая такая витрина, которая для нас интересная, потому что вот такие вот сеты, суши, роллы. Мы в прошлый раз взяли вот самый вот такой большой набор, и он около 5000 тенге стоил. Свежайшие суши. Вот сейчас прям всего навалом, да? Как хорошо. Да, к вечеру все заканчивается здесь. И опять же, вон, посмотрите, вот какие-то акции, скидки, в общем, на любой вкус и кошелек. И даже вот, да, сашими есть. Посмотрите, какие милые штучки. Такие мимишные. Вот брали вчера чуку. Ой, вкуснятина.
огромнейший отдел фруктов, овощей. Я видела, как наши соотечественники покупали прям огромные упаковки лайма. Почему? Возможно, что у нас лайм очень дорогой. Цены мы, честно скажу, не сравнивали. Ну, сейчас мозг чуть не работает сравнить вот по овощам, по фруктам. Но думаю, что очень доступные цены. Давайте вот где морепродукты пройдем. Вот классно, уже все тоже готовенькое, там котлетки, все, что хочешь. Морепродукты. Если, допустим, вы живете в апартаментах и сами готовите, мне кажется, вообще отличный вариант. Купить, самим быстренько обжарить, и тебе полноценный обед, ужин готов. Все свежайшее. Тут все уже не особо нам понятное. Что это? Не знаю. Вот мне нравится. Смотрите, вот прям обед полноценный, сбалансированный для тех, кто соблюдает фигуру. Рыбка, овощи, много-много зелени. Вообще идеальный обед. Честно говоря, у меня слюнки потекли. Хотя я вроде бы сыта. А вот посмотрите. Вот посмотрите. Это змея. Боже. А это лягушка. Мы тоже кушали лягушку, здесь попробовали. Ракушки, ну вот какие-то червячки тоже для любителей. Огромные такие ракушки. Вот тут вот что-то шевелится. Напишите в комментариях, кому это вот заходит по душе. А кто так же, как я, что-то содрогается от этого вида. Сейчас утро, и мы идем, конечно же, на завтрак. Если вам интересно посмотреть, что там есть, то пошлите с нами. Ой, то есть пойдемте. Мне, кстати, мои подписчики сказали, что я неправильно говорю «пошлите». Пойдемте. Спасибо за подсказку. Мы живем на 21 этаже. Этот ресторан, где проходят завтраки, обеды, ужины, находится на 1 этаже над лобби. Он большой достаточно, кстати. Так. Тут должна загореться такая кнопочка. Пока не видно, да? А, вот. Так, сейчас 9 утра. Ой, вот видите, что значит снимать. Ага. Good morning. 2104. 4. Thank you. 3. 3 person. 3 person. Yeah. Thank you. Вот нам дали местечко. Теперь пойдем набирать всякое. Пошлите. Фу, елки. Вот это пошлите, надо вырезать. А то мои подписчики. Большое спасибо, что указываете на какие-то мои огрешности. Потому что надо всю жизнь учиться и
Я благодарна за это. Ну, начинается все с напитков. Кстати, очень вкусные соки здесь. Манго, да, возьмем? Манго вкусные, сладкие, здесь в огромном количестве. Так, еще, конечно же, Вьетнам очень славится своим кофе. И мы были уже и на экскурсиях, нам рассказывали про кофе. Здесь потрясающий кофе, пьют его в холодном виде местное население. Вот посмотрите, тут разные виды есть, и черные, и капучино, американо, да, вернее, да, с молоком, не капучино, ошибаюсь. Ну, вот это вот холодное. Можно, конечно же, в автомате, вот, как обычно, делать себе кофе. Кофе здесь очень вкусный, потому что все-таки Вьетнам занимает второе место по выращиванию и экспорту кофе. Здесь высоко ценится этот продукт. Вот станция со всевозможными яйцами. Мы берем вот такой вот репит, конечно же, омлеты с всякими наполнениями. Может, сегодня омлет попробуем. Последний день. Фасоль, овощи и такая вот картошечка. Давайте пройдем подальше. Вот эти вот спринг-роллы с сифудом. Вот это вот вкуснятина. Все-таки здесь очень много морепродуктов, и надо пробовать все вот такое. Ого! Что-то я в прошлый раз не заметила вот такого. Ну, сосиски это как обычно. Так, какие-то овощи должны быть здесь. Ну, всевозможные виды риса. Рис тоже здесь. Лапшичка. Лапшичку кушают с утра. Мороженое. Посмотрите, клубничное, манговое мороженое. Манговое я пробовала, вкусное. Вот для детей. Такие бублики. Круассанчики, сладости. Знаете, вот такой вот здесь крем есть, типа что-то взбитых сливок. И всевозможные наполнители для вафель. Вот это вот станция. Тоже очень интересная, потому что здесь делают фобо, суп национальный вьетнамский. Здесь можно выбрать, какую лапшу, да, какой вид лапши, какое наполнение, потому что здесь есть и свинина, и говядина, и с курицей делают. Можно понаблюдать за местным, что они добавляют, и что-то себе наподобие сделать. Ну, как-то мы, конечно же, утром лапшу не совсем, да, кушаем. Да, вот эти вот булочки, мне кажется, это вот наследие, что-то такое напоминает от французов. Все-таки Вьетнам был колонией французской, и вот эти вот что-то напоминающие багеты. Так, давайте посмотрим, что здесь. Стримитекс. Ой, Стимит Egg. Это свинина жареная. Рис там, да. Ну, ничего такого интересного. Это вот уже говядина. То есть всегда очень хорошо предупреждают, даже где это свинина, предупреждают обязательно, что блюда халяльные здесь появились. Это очень хорошо. Ой, вот здесь вот супы, соевое молоко. Да, соевое молоко. И вот здесь вот, ой, вот это вот вкуснятина. Смотрите, кукуруза вареная. Такие штучки типа тимсамов.
Так, это тоже рис. И вот вьетнамские национальные блюда здесь уже пошли. Знаете, честно говоря, я сюда никогда не подходила. Но вот здесь вот делают, если стоят такие большие чашки для супа, вот давайте посмотрим. Кстати, сифуд, да, суп. Ну, из морепродуктов суп, и причем говяжий бульон. Очень даже хорошо. Можно сделать вот всякие дополнения к этому и покушать. Все на основе. Вот хорошая вкусняшка, это йогурты. В йогурты они добавляют фрукты всевозможные. И вот эта вот красивая, яркая станция со фруктами. Просто посмотрите и насладитесь. Фруктов тут в большом количестве. Ну и овощи. Сыров, кстати, сыров немного здесь. Вот буквально, да, вида 2-3. Но есть вот, да, типа колбасы, да, и есть, конечно, рыбка. Бутербродики можно сделать, булочки. Я уже немножечко здесь попробовала. И вообще это не типичный мой завтрак. Из типичного это яичница и зелень. Но я вот взяла попробовать спринг-ролл из морепродуктов. Товарищи, это божественно. Это жареное, это жирное, это вкусно. Затем следующее. Вот эта вот штуковенция, она из вообще внутри лапша. И тоже какие-то морепродукты. Ну, такое. Ладно, оставим. Вот пастрами. Это говядина. Не пробовала еще, хочу попробовать. Ну, вьетнамцы неплохо готовят мясо, но рыба у них получается вкуснее. Всем привет! Я, конечно же, очень редко снимаюсь на канале у своей супруги, да, вот. Но иногда она меня просит рассказать про свою трапезу или про свой завтрак, вот. Поэтому сегодня что я взял? Сегодня я взял яйца, хлебушек. Я его поджарил на тосте, вы все видели до этого. Вот. И тоже с острами взял. Овощи я полил, там традиционный соус был такой, типа сои. Вот. И еще полил оливковым маслом. Вот. Взял лапши, хочу попробовать, как они готовят свою лапшу. Вот. И рыбки, естественно, традиционно с сырным кремом. Вот как я люблю делать, как вы видели. Если кто не видел, посмотрите обязательно на канале у Жанны видео про гостиницу, отель в Дубае, Эдрес, да, Эдрес. Обязательно посмотрите. Там мы очень хорошо снимаем наши завтраки с Жанной, да, поэтому вот я традиционно кладу на хлебушек рыбку и пробую. Очень вкусно, очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Всем привет, это снова я. Короче, я уже поел нормальный завтрак там. Колбаску, сыр, хлебушек, хашбрауны. И сейчас взял лапшу.
фобо. Тут у нас курица, лапша, лайм, лук. Короче, традиционный вид, суп вьетнамцев. Давайте попробуем. Очень хороший суп. Вот я его... Мы уже тут находимся 6-й день. Я его беру каждый день. И он каждый раз очень вкусный. Приятного аппетита. Спасибо. Очень интересная история случилась вчера. Здесь я встретила своего одногруппника, с кем мы учились в мединституте. И, в общем, он нам посоветовал вот этот небольшой ресторанчик. Он так в глубине города находится. Здесь очень вкусные всякие морские блюда. Он небольшой, но такой атмосферный. И самое главное, что здесь есть вагю. Если вы не знаете, что такое вагю, я вам сейчас покажу. Мы сделали заказ и ждем. Приносят потихоньку заказы наши. У меня семга. У сына рис с синим крабом. Представляете? Вот такая прям хорошая порция. И здесь вот это вагю, да, вагю, о чем мы и говорили. Это такой вид стейка. Японское мясо специально выращенное. Вот. Взяли вино красное. Вот. Я же первый раз выпустился. Да. Если нужно что-то для выпуска, первый раз пробую устриц с сыром. Сейчас дам свою честную оценку. Скоро. Еще вот этот привкус такой, знаешь, как он, грилевый. Сумасшедший просто. Приятного аппетита. Мы все уже съели. Ну, вот если посмотреть, это остатки уже омара, да. Первый раз ели его, он очень вкусный. И захотели десерт, только сказали, ой, мы хотим десерт. И нам в подарок, да, в подарочек дали мороженое. Вот, и мы его кушаем сейчас с удовольствием. Вообще очень вкусно. Я попозже еще все свои эмоции скажу по этому поводу.